Ну что, финал 3 главы. Мне ребята вот в чате говорят, кстати, что поприсутствовать в чате с нами. Ссылочка на Vast внизу в описании. Тоже платформа, на которой я стримлю, если что. Ребят, чай, кофе, хорошего настроения. А мы финалим эту замечательную игру. Не забывай поставить пальчик вверх и подписаться на канал. Колокольчик тоже влупи, пожалуйста, потому что нас ждет с тобой очень много нового интересного. С тобой канал Hardplay. А это значит целый час хорошего позитивного настроения. Просто обеспечен. От кого эта записка? Что за записка нам кинули на парту? И кто этот мальчик или девочка, который нам ее кинули? Давайте разбираться. Все остальное увидишь в предыдущих сериях. Да, плейлист оставлю. От кого эта записка? Что смог скрывать в себе этот аккуратно вырванный и сложенный листок? Кстати, у вас были записки в школе? У меня были. Да, мне бросали, еще с ручки плевались друг друга. Да. Очередные угрозы унижения или все-таки... Я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат. Лидия Павловна? Ежевика. Жду тебя в тупичке в раздевалке. Приходи один. Оу май! Так, серия обещает быть очень интересной. Внутри красивым почерком было выведено: опьяненный призывом и возможным первым. Да, этим самым. Я тут же сорвался с места, то и дело оглядываясь, не увязался ли кто-то за мной. Задумавшись, я и не заметил, что уже почти бегу, заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Ха! Как диковинная птица полетела с моим ногам зеленая тетрадка. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Опьяненный твоей любовью, детка, я несся на крыльях кого-нибудь, так скажем, прильнуть к твоим. Да, тем самым. Я поправил очки, собственная близорукость словно перестала меня смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Там в конце сердечко стояло. Я видел. Полиночка внимательно меня смотрела и пощелкала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? На зайца скажешь, отсосешь? На блюзовую импровизацию. Я заморгал озадаченно. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. Хорошо, что мы с Лисой пошли гулять, а не с ней. Она же конченая. И для меня, но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. Не, ребят, первого поцелуя мы не дождемся с этой Полиной. Это все, это понятно, она конченая. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ты точно блюз. Ты не хочешь, нет, мои аккорды перевернуть? А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Ну, тут уже каждый по-разному любит. Темп любит разный все в блюзе, поэтому, так скажем, ну, тут смотря кто как уже, да. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня.
Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкой, как дуновение майского ветерка, и от глаз голубых и очень глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Опыт нужен 100%. Поэтому рекомендую начать повышать свой экспириенс. Это не какая-то там эстрада. Абсолютно верно, это полное, так скажем, театральное представление, понимаете? Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина охнула, нахмурилась, отчего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Так ты еще и на видео снимаешь. Так. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Вы знаете, мне вот как-то одна девушка из чата, не будем говорить кто, рассказывала про свинг. Да, я говорю, Сивцева, я-то здесь при чем? Она говорит, слушай, так скажем, я, конечно, не подстрекатель, она говорит, но давай дружить с семьями. Какие-то там вечеринки пригласила. Я так и не понял, что это такое, но очень стало интересно. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Вот так и будем говорить. Я напрягся, встревожив, что она подтрунивает, но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Правда? Ой, прошу прощения. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Вот если ты мне, тварь, сейчас обломаешь первую мою игру на флейте в школе, я тебя, тварь, точно прокляну. Даже не вздумай. Вот за Симином пойдешь. Мимо прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь ее избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька какая мелодия. Конченая. Русский рэп нынешний. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Бан. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо. А потом лишь хмыкнула и ушла восвояси. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, тварь. Тетрадь только для друзей. Полина Морозова. Ой! А я помню, у нас в деревне, да, мне когда девочка Маша нравилась, моя первая любовь, у нас в деревне были такие вот анкеты, там разные тетрадочки, и там, знаете, такие были вопросы, как бы, типа, там, какие девушки тебе нравятся, там вот эта вот вся вот эта вот карусель, да, и там, типа, знаешь, потом, когда ты заполнял эту всю канитель, девчонки сразу бежали такие, ха-ха, блондинки нравятся, Маша, это вот, ты ему нравишься, вот это вот. Да-да, анкетки помню, но в школе, я как бы в 2004 году школу закончил, в школе я такого особо не припомню, но в деревне 100% было. Так ты говорил Полина, но Полина в старших классах нравилась. Маша-то раньше нравилась. Маша красивая была. Маша они такие, да. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова «только для друзей». Любопытной Варваре кое-что оторвали.
Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Угу. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечение, конечно, девчачье, просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета, но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. Да. Иногда чего-то большего, о чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мою? Я бы заполнил. Я тебе больше хочу сказать, я бы прям перелистал пару раз-то точно всю эту анкету. Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Полиночка хитро хихикнула. А хотя, там же столько секретов. Ну какой ты краев заполнил бы? Ну, чат, ну вы... Ну как в воду пернули, ну что ж такое, а? Быдло. Не слушайте их. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Да я знаю, о чем вы думаете. Вон недавно Pornhub слил новости. Что вы там гуглите? И сколько у вас процентов по всей планете? Любительницы острых ощущений. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица. Шелковистая прядь защекотала нос. Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом. Душистым, манящим, живым. Запомнить бы его, украсть. Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонациям лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Оу. То есть ты как бы начальник, а она... Ролевые игры мы приветствуем. Ролевые — это одобрительное такое движение. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Я думаю, несколько дней подстольных работ. Ну, то есть там убраться, там еще что-то. Ну-да. Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Конечно. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи, такой сливочной, почти прозрачной, с тоненькими ниточками вен под ней. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло.
Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Если это шиза и на самом деле он так общался с учителем, я даже не удивлюсь. На уроке я достал тетрадь. Чекай, сейчас дурака спалят, училка отнимет, что-то прочитает, и весь класс будет над ним ржать. Просто смотрите. Если я сейчас ванганул, просто называйте меня теперь Ванга Плей. На уроке я достал тетрадь. С величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем. Полистал, вчитываясь в чужие предпочтения. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Надо убирать конкурентов. Алло? Товарищ милиционер? Буквы вылезли из рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не «Черный плащ», а «Утиные истории». Та-та-та-та-та-та-та, на-на-на-на-на, чё-то там какой-то клюв, какое-то там крыло. Эй, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, черный плащ, только свистни он по... Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева «Кусака». Мне было не до него. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Cool Girl. Любимая музыка Шуберт, лучший друг дедушка, хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через голову одноклассников на Полиночку. Она сосредоточенно записывала за учителем. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Петров Антон, 6 Б. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа «Кармен». С крутыми танцорами в клипах. Лондон, goodbye. Лондон, прощай, я здесь чужой. Я продолжу петь, пока ты не поставишь лайк. Лондон, goodbye. Лондон, прощай, пора домой. Извините. Любимый праздник — это просто Новый год, естественно. Хобби — рисование. Мечта — пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я, не раздумывая, начал писать па. Так, я прошу прощения, ребят, уже, поздно, ночь. Я, не раздумывая, начал писать па. Остановился на первом слоге из двух. Вроде бы тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук. Закончил я, сверху присобачил человек. Человек-паук. Почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно: потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. 8 224 02 303 95. Любимый мультфильм. Трансформеры. Понятно все. Понятно. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспомнил Алису, скользящую за стволами деревьев, задорно смеющуюся в темноте. Неделю я не видел ее и даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала меня на растерзание тому исполинскому монстру, что бродит
по лесу в ночи. Как-то упомянул при Ромке и Бяше девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг. Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были 2 буквы, и я аккуратно вписал их в клеточки. Там будет сейчас «ты». А? Шо? Согласись? Сразу выдал. Жестко. Ты. Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце, похожее на целый яичный желток, ярко светило дорогу, словно отлили серебром. Снег искрился, преломляя солнечные лучи, и я, зажмурившись, улыбался ослепительной белизне. И от чего-то волшебного и зовущего в груди. Потому что в дружбе может таиться нечто большее. Что ты улыбишься? На тебя смотрю. Я сживал улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись тогда на. Колобок повесился. Ха! Я прошерстил память и выдал первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Ясно, Петросян. Ну, идем на. И не дожидаясь, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. А куда? Коту под... Идем на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Ой, нет. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. В каком? Маффин из машины достать, сам лезь. Я почувствовал холодок за пазухой, и больно не понравилось слово «дельце». За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону: «Батю позови, дельце есть». Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, что сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас втянут во что-то преступное, ноги предательски затряслись. Так. А ну-ка, давайте-ка мне без вот этих вот. Я еще слишком молод. Ага, сраку. Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов захлопывает дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям, а мама и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял, широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож. Стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто почесал. Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Голос Бяши был противным и насмешливым.
Проветривайся в другом месте. А мне и здесь нормально, да, куколка? Чё? Куколка, это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! Вы чё, псы? Алло? Товарищ милиционер? У нас здесь толпой мальчика, пропавшего, 2 других мальчика избивали. До свидос. А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целно. Чего? Я переваривал услышанное. Бяша назвал Рому говнюком. Он свихнулся? Пацаны, Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Роме, замахнулся как-то чудно и комично. Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар. Актеры в индийских фильмах, которые любят мама, и то дрались убедительнее. Бяша заскулил, хотя я и не видел, что Рома стукнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Рома пнул куда-то в коленку, Бяша припал на четвереньках, охая и ахая. Я посмотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивался. Рука выползала из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко выдвинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. Опа! И вот так ты такой вот берешь, так вот аккуратненько, аккуратненько, такой говоришь: Сереженька, Сереженька, аккуратненько, аккуратненько. Раз, от шаг назад делаешь, опа! И на выводе тац, 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 тац! И все. И нет ни Бяши, ни Ромки, и ты теперь единственный авторитет, где? Правильно, в школе, потому что была самооборона. Букет подснежников, не пойми откуда взявшийся в такой мороз, качнулся у моего лица. Это что, цветы? Нет, блядь! Позволь проводить тебя. А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Чего? Ну а Тёна, бедным маньякам уже и посасать нельзя. Эх, хреновый из тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. Че, конченый или че? А она нас в 2 счета раскусит. Наконец ко мне вернулся дар речи. она? Кто она? Что тут творится? Рома хмыкнул, сдувая с цветов снежинки. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Бяша встал, отряхиваясь. Да Ромыч в тёлку одну втюрился. Вон откуда-то цветы нарыл. Пасть заткни!
Планируем подкатить слегка. Ты, сынок, от моей Полиночки. Пожалуйста, ручонки-то свои загребущие забери. И Катеньку вон себе бери. Разыграть представление, а то она неприступная, мать ее за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Бяша обиженно заворчал. Сам ты говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Надежный план. Гениально. Надежный, говорит, блядь, как битый в стену гвоздь. Но чё-то Бяш совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. Да? Я? Ну а чё? Чел, у меня зрение минус 30. Я без очков не вижу. Ты что, дурак? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. Сердце отлегло. Никакого криминала. Обычно театр, еще и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривление? Тип, идешь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать? А я тебя тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Они точно не в танки играют? Нет, 100%. Потому что, ну, в принципе, а что нам, ребят? Мы водочки тяпнули с мужиками, в баньку сходили, на любимой арте запустили с ноутбука. А что нет-то? Сегодня ты, завтра я. Что нам, артоводом? Гуляй. Блядь. Бяша зашаркал по двору, закривлялся. Я тёлочка, красивая тёлочка, я гуляю, ла-ла-ла. Сейчас прикинь, маньяк за хемло берет. Я, говорит, вообще-то... Тоха, действуй. Я, борясь с улыбкой, направился к Ромке. Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актерствовал на 5 баллов. Она моя! Рискни! Личность Конора Макгрегора все-таки дала о себе знать. Просто выключил. Я рискнул. Махнул в сторону друга. Костяшки кулака лишь скользнули по кожаной куртке, как Ромка внезапно упал. Не от шупливого тычка, конечно, а подскользнувшись на льду. Хлопнулся всем весом и не убрав руку... Так и не убрав руку из-под тела. Лепестки примятых бутонов остались на снегу. Я кинулся на помощь. Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Рома осторожно разминал запястье. Да не, ушиб вроде. Лед приложить нужно на. Тебя, мудака, приложить нужно.
Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Ром мотнул головой. Вечером, как рука пройдет. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Не понял. Я осекся на полусловие. В голове щелкнул рубильник. И все встало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал моей Полиночке. Вспомнил его каракули в анкете. И почему я даже не удосужился как следует изучить их? Меня будто молотом огрели, вколотили в землю. Полина. Вот главный герой спектакля, срежиссированного Ромкой. А мне в нем досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона! Один за всех! Скрестим шпаги! И все на одного! Захлопни! Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. Втащи Бяша разок. Просто. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея. В общем, я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот, и у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки, и потом они все это разбирали и клеили на бумагу, и друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько молоточком разбили, а блесточки с них посыпались. И эти блесточки... Ой, в общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки. Оля И толдычила потом они без всё это перебоя то и разбирали дело, и клеили на скидывая руки бумагу. И и друг другу смеясь. дарили, открытки делали Как там вдруг всякие. так же и резко ящички, смолкла в которые и потом уставилась подарки нужно на было меня до боли класть. знакомым И так всё колючным красиво маминым было. взглядом. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусанный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру. Сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась в момент переезда сюда. С ее грозной позой в виде заглавной буквы «Ф» и вздернутым к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? «Не похер, моя Полиночка!» Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику, интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время.
Будешь так выебываться, к тебе прилетит сова и трахнет тебя, маленькая вероломная тварь. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости, Пошла нахер. ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, силясь найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихонечку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. С папиного. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Я спрятал перчатку Семена в ящик письменного стола. Хотя сам до конца так и не понял, поступил ли я правильно, украв у милиционера важную улику. Печатку, если что. Наконец я перебрался в комнату сестры. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона. Явно пыталась воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом... Маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским, я даже не задумывался над его значением. Россия переживает. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама, Она замолчала, и на секунду показалось, что на ее глаза выступили слезы. у нее опять был этот страшный. Сосед? Оля взглянула на меня мокрыми глазенками-блюдцами. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. Блэх. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Оля поежилась с опаской, взглянув в окно. Они начали громко ругаться. И Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного
проема. Она даже не пыталась спрятаться, родители попусту ее не замечали. Потом мама ударила. Вот так. Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым в жабры клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом и кровь размазалась по лобовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в страшный, пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивала стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. А папа, он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы вспоминая... Блять. Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Но вначале... Он засмеялся тоже. Так страшно, когда увидел, что маме плохо. А потом вдруг заплакал. Слушайте, а там не надо родителей проверить на... Как бы эти... От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевший мамом, перебросилось на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Там эпилепсия, да? Они сумасшедшие. Да. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, это покрепче обнять Олю. Ты, сука, тварь! Блять. Ёпта, у меня сердце кольнуло. Ты вообще, что ли, конченый? Вы что делаете-то? Алло, игра. Конченая эта телекомпания «Вид» — это самая криповая херня с моего детства. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как при виде совы. У меня самого выступили мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил желание сестры. Фу, блядь. О! Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Нормально. Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых 2. Везет. А ты говоришь, лисичку увидела? Ага, ее зовут Алиса. И резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя.
Значит, это не шиза? Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, затем таинственным шепот из чащи. Как улепетывал побитый Семен, и как склонялся надо мной, заслоняя руку, рогатый великан. Все это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев и застывшей улыбкой на рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. А еще она что-нибудь говорила? Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Нет, это двойной шизы не бывает. Ты ее не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Тюря первая! Собака другая была, фэк. А как? А как? Вопросы есть по скиллу? Проиграй, Оля. Считай, это я тебе поддала. 21 год от Counter-Strike! Сейчас, да, проиграй, пусть знает, что живет в суровом и несправедливом мире. Да, сейчас. Поехали. Жестко флики полетели, смотри. Жесточайшие. По скиллу есть, может быть, какие-то вопросы? Просто Это ты виноват, что я промазала. Ну ладно, давай поддадимся. Ну типа, в смысле, я не хочу поддаваться. Неситова! Ты ближе к экрану стоял! Я с тобой так больше не играю! Да вообще. Антон! Мама докричалась до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону! Да в смысле, почему я должен проигрывать? Все было по-честному. Девочка какая-то. Какая Полиночка? Тотально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Заткнись. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, но на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор. И чем я рискую, просто отвечая на звонок. Чем? На тумбочке лежали карандаш и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Еще спрашиваешь. Мне, если по правде, русский рок больше нравится.
Я просто поаплодирую стоя. Бам-бам-бам-бам-бам. Наш пацан. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Хочу, Конечно. моя девочка. Карандаш вывел женский профиль. Глаз. Длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? Нет, блядь, на улице. В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Шли в лес гулять. Я не про записи. Я про, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла, скрипит, воет изредка. Тут неуютно, тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес. Подумал я отчужденно. Молю их хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть. И ветви закрыли от посторонних глаз. Я, когда рисую, будто путешествую. Что ты здесь видишь? Облака. У меня также со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож-бабочку, зачеркнул. Вспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы, охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их? Не, пацаны, не по-пацански. Если уж что, надо было там говорить, но там не было выбора. А здесь выбор есть. Но не по-пацански. Если мы сейчас предупредим, то, такое. Нет, пацанов на бабу не меняют. Да, порой Ромка вел себя ужасно. И пожелаю только счастья ему. Потому что дружба, понимаете? Да, сейчас, ага. Порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим и помыкал слабым. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь они и были так же чудовищны, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвинул очки на лоб, потирая глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать. Я должен помочь ему вести девочку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку. Потому что дружба никогда на баб не меняется. Поняли, нет? Их много будет. И надо иногда все-таки, понимаешь, порадоваться за своего товарища. И где-то уступить. Вот и все. А дружба и товарищество, оно надолго. Так что все. Потому что без баб. Полин, подожди минутку. Сделав Блядь, да что ж такое? Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Вот они.
Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалами, не заметила трель. Мама вообще просто топовая в этой семье, реально. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Я читать плохо начал. Ветер защипал щеки, я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени, лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра, в ушах монотонный скрип под подошвами. Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чащобе, будто конькобежец на льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев сериала «Санта-Барбары». Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхались раздвоенные тени. Ну что, да, реально. Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До костей продрогли. Шевелись! Да иду. Я глубоко выдохнул и пошел, пиная сугробы. Бяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать, и я зачем-то положил озябшую кисть ему на плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Тварь, да? И что в птичьей маске таращилась на меня? До самых косточек. Голос был точь-в-точь как Бяшин, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стеганули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Бяшей, чтобы вымыть меня. Я убежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах ударил надежду. Да ёб твою мать, дарил надежду. Та мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, и будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Ерошенный волчок выпал из треугольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, как волчья морда... Сука! И пускай я отчетливо видел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня окоченеть. Ряженый потерся боком о столб крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза абразины засверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на четвереньках, на четырех конечностях. С отвисшей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения.
Из-за прорези маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула: «Спасайся!» Штакетины забора замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону. Зубчатые, пахнущие хвоем кромки леса. Дебил. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной заструилась зыбучая снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жить буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребленных костров. И снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от лютого мороза. Пока сам я весь взмок от пота. Поле наконец закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком на мясорубку. Узел, выбившийся из-под почвы корней, прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый! Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот, Она протянула мне потерянную шапку. в бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боясь, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Я забрал ее, натянул по самой брови. Тепло? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. А чего же ты убежал? Ответ был очевиден, но, покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовал запах мяты, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они. О, Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Она меня просто тормознула, ребят. Я думала, ты в снег провалился. Она меня просто задержала. Стало снеговать, нет тебя. А я не копал, лень копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай да копай. А если умный,
Подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. И уж тогда заводи разговор. Как я рад! Не, ну у медведя чисто голос Семена. Дегенерат! А? Не обращай внимания, он со странностями. Я понял, что стоит с открытым ртом, с сильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно слышал шутку. Да, лиса права! Это он. Нет, это наш! Неужели нашли? Наш зайчик. Да, похож. Про тебя игра. 100%. Взбесившись от радости, волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый! Сейчас, секунду, а то чат опять на ВАЗе что-то отваливается. Найс, починили, проверяй. Сорян. Конечно, ты первый. Это волчик раньше всех почуял зайчика в тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугай — медвежутка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаясь в благих намерениях причудливых зверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбочинилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чур, я звенеть не буду. Но это Семен, стопудово. У меня лапка болит. Меня знаете, что смущает? Что реально только у Алисы есть глаза. Вот это меня очень сильно смущает. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал! Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Полина? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Или одноклассница какая-то, или Полина? Про клюв от воробья. Про Диснейленд яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Меня вот эти вот типы вообще настораживают конкретно. Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. О! Нормально. Хорошая песенка. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. В этой опушке и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. С земли в теплое небо.
Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновение. Они хлопали по-дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости, лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. И я почему-то сказал про себя: им можно доверять. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Да, но кто тогда этот козел? Причем, да, это мои типа знакомые или одноклассники. Но почему у этих лиц нет глаз? Это вот вопрос. Есть только у лисы глаза. Тут или Катя, или Полина. Но Катя так не обращалась бы со мной. Скорее всего, Полина. Друг, пусть только попробуют. Лиса тихонько пнула меня в плечо и Ну рассмеялась. что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный, но он вызвал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья. Кто тогда в кустах сидит? Ты видишь то, что вот? Силуэт. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейта развеяла их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали, образованные соснами туннеля раздвигались, кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованного ахнула. Я разделял ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. Красиво как. Очень красиво. Ну такое. Это мелочи. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своим спрятанной в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало меня не то, что дети носили маски, а то, что без маски был именно я. Точно голый на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. Тебе зачем? Я дотронулся до прохладной Но щеки. я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила. Все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними отнюдь не люди. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. О! Надевай! Я увидел маску, которую лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебристый слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Ай, ну давай. Но вдруг с трудом, просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? Это зря ты спросил. И с остальными детьми?
Медвежонок и сова переглянулись. Руки человеческие, волк. Волчонок сжался комочком, и лисичка чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослый. Милиционер или батя? Может быть, училка, да? Или мать? В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Нет, я думаю, что не мать. Может быть, даже сам милиционер, но вряд ли. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Может быть, и милиционер. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? И мне весело. Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка, извлекая из кармана горсть конфеты, вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики, тут же запахло ананасом, какао и дыней. Я даже знаю, что пойдет на превью к этой серии. Последнюю конфету вафельную моя любимая Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, но по которой пробегали яркие искорки. Замешков я прожевал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Может, какие-нибудь конфеты? Благодарность вышла глуховатой, потому что мои губы уже касались маски. Блин, может быть, это какой-то типа обряд посвящения у них. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло. Маска льнула к коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Говорила же, это твое! И смотри, мы уже на них смотрим не через прорези маски. Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которым меня заполоняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырча и отдуваясь. И ты так можешь. Попробуй. Я попробовал. ЛСД? Осуждаем. Ноги оттолкнулись от земли. Я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих внизу друзей. Ветер помогал мне лететь, словно я скакал по громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком, слизнуть.
Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на знамение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности! И Особенные все твои конфеты. мечты станут явью! Я так счастлива наконец обрести тебя! Зайчик! Я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились в страхе. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас и... Я щелкнул зубами, затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, Алиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается, и улыбался сам. А флейта все играла и играла, унося нас ввысь. Ты чё, опять в облаках летаешь? Опять шиза? С вами полетаешь, сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все отчета вновь слонялись по классу, передавали друг другу записки, шушукались, и физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон. Потому что из леса я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Там 3 объявления висит. К 100. Но меня тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Ну чего? Чё-чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Две серии назад я что сказал? Что она пропадет. 2 серии назад это было. Сон как рукой стело. Я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Быть не может. Катя! Спасибо, вы прошли 3-й эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Ну что ж, подведем небольшой итог. Ни на секунду не жалею о том, что мы поиграли в эту игру. Первый раз, мой первый опыт игры в подобные вещи. Никогда не думал, что будет такая атмосфера. Крутая, нагнетающая в меру скримеров и интересный рассказ. Интересный рассказ, который мы пока не знаем, чем закончится, и, если честно, я буду ждать его продолжения. Это такая некая история-фантастика. То есть тут вообще как-то непонятно, что где смешивается, вроде и таблетки, и тут дома какие-то проблемы. Я думаю, что когда мы увидим финал этой истории, а я так понял, еще 2 главы, встанет все на свои места. Извините за кривую читку текста. Очень надеюсь, что простите меня за это, потому что что-то язык начинает заплетаться. Время все-таки 2 часа ночи. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Продолжение игры, как только выйдет, обязательно еще постримим. Очень мне понравилась игра, зашла. Обязательно допройдем ее всю. Ну и с вами, как всегда, был я, Леха Хардплей. Удачи, пока-пока. Лайк, подписка, колокол.